анализатор представлен первым. Обоняние очень важная и очень древняя функция восприятия окружающего мира. После рождения ребенок включает первым обоняние. Младенец реагирует на запах мамы и на запах молока. Это самое первое, что он воспринимает в своем мире. И сразу отличает, когда чужой человек подошел и начинает плакать. Что мы с вами знаем об обонянии? Бывает повышение чувствительности к запахам. Бывает? Бывает потеря обоняния. Это при ковиде, вот, да? Его вообще идеально придумали. Да. Он сразу бьет по энергоблоку, вот поэтому. Вот мы по симптоматике заметили, вот именно по этому энергоблоку ковид бьет, по гипоталамусу. Почему волосы выпадают, и обонятельный центр страдает, и все. Они по энергетической системе сделали. В общем, это оружие. Да. Бывает потеря обоняния, да? Бывает извращение восприятия запаха. Вот после короны у многих. Извращение запаха и вкуса. Бывают обонятельные галлюцинации. Это когда идет восприятие запаха, не соответствующее окружающей обстановке. Тут врач в первую очередь думает об опухоли на основании мозга. Самое исключить все это. После ковида тоже было. Ребенок такой у меня был, у которого постоянно был запах бензина в носу. Ну, папа сначала думал, что он просто балуется. А когда полечили, все прошло. Бывает как и навязчивость. Вот бывает как навязчивость, если очаг доминантный включает в себя обонятельный анализатор. Вспомни, в каких ситуациях реакция на запах помогает нам в жизни. Опасность. Гарью пахнет. От запаха газа в квартире до ощущения чужих духов от одежды мужа. Они же думают, что мы... А у женщин обоняние обострено. В работе криминалиста при расследовании преступлений. У меня родственник был, любимый снохи папа, криминалист у нас в Алма-Ате, подполковник. Он только духов знал, 200 запахов духов. Он различал вот эти вот запахи. Это во время беременности было. Да, обостряется. Вообще, Да. Для врача разные запахи пота у пациентов. Психиатры говорят, что запах у больного шизофрении особенный. Помощь при обмороке, да? На шатырный спирт вдыхаем. У кого-то были какие-то ситуации, когда восприятие запаха спасло что-то или помогло в чем-то? Конечно, запах газа от соседей, их не было дома. О. Потом приехали спасатели, сказали, они вам должны ящик коньяка, потому что вы спасли полдома. Почему так мало? Ужас, да. Запахи имеют значение, спасибо, при коммуникациях. Нравится, когда человек приятно пахнет. Или я не права? Сколько подлецов этим пользуются, когда читаешь в «Комсомольской правде». Потому что они знают, на что женщины западают, на хороший запах. Может быть, причина, по которой женщины западают на арабов, приятный запах духов. Да, все, квартиры отдают, машины отдают, все, я вообще думаю, вообще мозги отключаются у женщин. Иногда говорят запах опасности. Обонятельная система – это обширная область в головном мозге, начиная от носа по подкорке несколько центров, вот здесь вот все, которые отвечают за обоняние. То есть обширные области в энергоблоке отвечают за восприятие запахов. Обонятельные анализаторы, обонятельная система досталась нам в процессе эволюции с мозгом млекопитающего. Эволюция человека у нас так вот идет. Мозга. Мозг рептилии, мозг млекопитающего и мозг человека. Вот мозг рептилии у нас теперь вот это, вот, и заведует всей вегетатикой он у нас. Системный закон гласит, если система становится компонентом новой системы, она приобретает новые качества эмержентные, это попутно, но старые не утрачивает. А в разуме рептилии есть программа в момент опасности, некроз и отпадение хвоста. Нам бы очень хвост этот пригодился. Но у нас его нет, а программа работает. Инсульт, инфаркт миокарда, омертвел желчный пузырь, или аппендикс, или тромбы нога. То есть что-то должно отмереть. Центр спасает себя за счет периферии. Хвоста нет, а программа работает. Давай ногу. Да. Ясно.
Вот. А вот уже мозг млекопитающего, это вот эти вот рожки, миндалины, вот это все. Вот у млекопитающих вот это отвечает за приятие запахов. А у нас теперь это связь с долговременной памятью. То есть восприятие запахов очень связано с долговременной памятью. Согласны? Да. Вот бывает что-то, какой-то запах почувствовал, да, и сразу образ какой-то, да? Где ты, когда ты первый раз это... У меня так первый раз я заметила, когда в Дубае мы первый раз в жизни курицу-гриль ели, а потом я в Алмате вдруг это тоже это... И сразу Дубай, и сразу этот... Да. Сразу целая мыслеформа вот так вот вылезла. Вот эта миндалина гиппокампа, она оценивает ситуацию тут же, на месте, еще когда мозги не успевают включиться. Вот, чтобы вот понять ее значение, вот этой миндалины в нашей жизни, вот бывали такие ситуации, идешь и люк открытый, а ты не видел, да? И ты еще не успел подумать, а нога уже в сторону пошла. Потому что миндалина уже опасность обнаружила и уже выстроила вертикаль власти, и двигательный анализатор уже двинула. Не успел ничего подумать, а ты уже не в люке. Обоняние играет большую роль в активации структур головного мозга, отвечающих за повышение непроизвольного и произвольного внимания. Почему? Потому что обонятельный анализатор – это часть восходящей активирующей системы головного мозга, которая отвечает за высокий уровень бодрствования и активного внимания. То есть обоняние большую роль играет в активации ретикулярной формации. Помните, мы говорили, вот эта батарейка, которая выстраивает всю вертикаль власти. Обоняние связано со структурами мозга, отвечающими за эмоции. Но если плохой запах, какие эмоции, да? Навоза. А если духи Шанель, сенситив, это совсем другой запах, да? Связи с корой головного мозга, связи. То есть вот это здесь вот по подкорке разбросаны вот эти структуры, которые за обоняние отвечают. И все, есть связи с корой головного мозга. Вот, зачем нам эти связи? А там программный блок. Вот говорят, есть нюх на деньги, да, у людей? Или нюх на удачу, да? Вот это отсюда, да. Вот есть люди, которые очень хорошо у них работает вот эта вся система. Они знают, где там, где что можно. Для подавления восприятия запаха в обществе цивилизованном принято не подать виду, что запах неприятен. Согласны? Если врач будет морщиться от запаха пациента, как это будет восприниматься? Как оскорбление. Конечно. Даже когда у меня в свое время развилась аллергия на пот, на работе она не проявлялась. А вот в транспорте очень даже была заметна. Да, то, что выходило из транспорта, это было ужас. И как это объяснить? Я не работала именно на аллергию, я никогда не работала, но когда я сгармонизировалась, аллергия исчезла. Это мы разберем на примере аллергии, разберем. Кстати, обоняние у женщин более обострено. Применяли ароматы, благовония в повседневной жизни еще в давние времена. В Индии это очень развито. Для улучшения общения с богами. В Индии алтари в каждом доме. И вот эти, они там традиционно воскуряют вот это. Потому что запах, оказывается, боги общаются на запахах. В церкви применяют ладан. У мусульман принято в четверг вечером жарить лепешки, чельпеки. Считается, что ушедшие родственники и близкие ощущают запах подсолнечного масла и так узнают, что о них помнят. Применение аромата в лечебной практике тоже известно давно. Вот такое заболевание, как аллергия, напрямую зависит от обоняния и связи с долговременной памятью. Вот накапливается в родовой памяти какая-то стрессовая информация в подкорке на фоне какой-то нерешенной проблемы. Мы вспоминаем патологический очаг, да? Стрессовая информация пополняется из поколения в поколение и крепнет. В какой-то момент происходит восприятие запаха, адекватного этой информации, улавливаете? И организм включает саморегуляцию.
Любое заболевание – это проявление саморегуляции. Компьютер спасает себя за счет периферии. А где у кого что стрельнет, это уже зависит от индивидуума. Идет сброс на тело, и происходит разрядка напряжения через моторику, через выделение, да? Слезы текут, все это, чихают и все это. То есть очаг разряжается. Кстати, вот у Воронова в монографии «Психосоматика» вот аллергия так и рассматривается. Правда, это может оказаться очень драматично. Есть такой синдром Лайонелла, когда распадаются от аллергии, даже ткани распадаются. То есть уже врач ничего не может сделать, просто расползается ткань, и все. Кожа отстает от костей, и все это. Это очень редко бывает, но это бывает. Чтобы понять механизм действия аромата в лечебной практике, обратимся к архаичному человеку в нашем разуме. Что это за человек? Мы с вами вот теперь знаем, да, что у нас мозг рептильный, да, вот тут такие эти, не очень. Вот мозг рептильный, да, мозг млекопитающего и мозг человека. Это рептилия, это млекопитающий, а это человек. Так вот, в условиях, когда мы получаем левополушарное образование, у нас воспитывается человек цивилизованный человек, который знает, как себя положено, где вести. То есть цивилизованный человек, он предъявляет эмоции цивилизованно приемлемым, социально приемлемым способом, да? Он говорит, что очень хочу тебе кастрюлю на голову надеть. То есть включает защиты второго порядка, включающая речь. Он не надевает кастрюлю на голову. Да, это у меня сестра рассказывала. Когда вот эти тяжелые годы были, муж работу потерял. И говорит, я бьюсь на 3 работах, не могу обеспечить, там сын учится, дочка учится, все это. А он говорит, а что, у нас сегодня борщ без мяса? У меня очень выдержанная сестра, и мы вообще воспитаны в уважении к мужчине вот, в нашей семье. Но она говорит, я четко ощутила, что я хочу этот борщ надеть ему на голову. Вот, то есть мы в глубинах чувствуем агрессию, но мы ее не предъявляем, потому что мы уже воспитанные люди. Так вот, агрессию ощущает система, подсистема человеческая, архаичный человек. Архаичный человек. И он остается в биологическом аспекте. Услышали? Да. То есть человек самобытный, вот который говорят дикарь, да, он остается там, в биологическом аспекте. Я читала одного американца, изучал там разные народы примитивные, и жил у аборигенов. Пришли китайцы, продавали что-то, отец и сын. И сын что-то допустил неприличное в отношении жены одного этого папуаса. Вот, и тот его ударил и не рассчитал, и убил. А отец оценил ситуацию и убежал. И тут стали все судить, рядить, да, что делать, потому что они знают, что полиция наказывает за это, что они неправильно сделали, но они уже сделали, понимаете, уже все. И тогда один старый папуас говорит, вот знаете, когда ты его убил, солнце вот там было, а сейчас солнце уже вот тут садится, сейчас солнце сядет, и мы его даже съесть не сможем. И они быстренько приготовили сорго и съели его. Вот это вот реакция дикаря, понимаете? Мы, слава богу, приобретя в левополушарном образовании, к чему я говорю, наработанное левое полушарие, выработали гуманистические идеалы, к которым стремимся, но не всегда получается их соблюдать. Вот все то, что творится сейчас в мире, это никак гуманизмом не назовешь. Но они выработаны, понимаете, и все об этом говорят. И надо мир установить, мир только с войной и ядерной бомбой, больше никак. Понятно, да? То есть надо теперь правое полушарие включать, присоединять правое полушарие, чтобы адекватно это все воспринимали. Вот это архаичный человек. Архаичная психология является психологией не только первобытного, но и современного цивилизованного человека. Цивилизованный человек, несмотря на высокий уровень сознания в более глубоких слоях психики, все еще остается человеком архаичным. Точно так же, как наше тело по-прежнему представляет собой тело млекопитающих, да включает более раннее состояние холоднокровных животных. Человек же, когда растет, там рыбка, птичка, там, да, все это в матке, когда все растет. И точно так же, и сознание точно так же у нас все это включено. Вот знаете, это целая лекция по контурам головного мозга. Поэтому вы просто примите так на это и все.
Архаичному человеку присуще своеобразное мышление и логика. Об этом можно многое сказать. Бывает, что поведение какого-то человека представляется дикарским, да сколько угодно. Не понравилось, пошел, порассказал всех там где-то, да, в колледже или еще где-то там. Для нас главное иметь представление о целостности мышления архаичного человека. Вот где у нас целостность мышления. У архаичного человека высокая степень связи с природой. Архаичному человеку нетрудно ориентироваться на местности без компаса и карты. Архаичный человек, подобно животным, знает лечебные травы, природные закономерности. Для него природа живая, и он берет от нее самое необходимое для выживания. У меня есть книга, написанная сыном вождя племени одного индейского в Северной Америке. Он говорит, когда белые пришли, они в глазах индейцев были сумасшедшими, просто сумасшедшими. Они убивали бизонов, не могли их все съесть, бросали. Если индеец убивал бизона, у них Ману, вот этот верховное божество, они же молитву читали, потом они у духа этого животного просили прощения и объясняли ему, что он взял для того, чтобы прокормить свою семью. То есть они целостно мыслили. То есть бизона доедали обязательно? Ну, конечно, она еда. А зачем больше вы шкура? Брали шкуру тоже, чтобы, так сказать. Для архаичного человека природа живая, и он берет от нее самое необходимое для выживания. А что делает цивилизованный человек, так называемый? Да? Как это было, Мичурин сказал, природа мастерская, а человек там да? Архаичному человеку свойственно мистическое мышление. Во всяких случаях он видит произвол невидимой силы, окружающей его бытие. Чтобы оценить, насколько жива в современном человеке архаика, вспомним какие-нибудь предзнаменования, приметы, знаки извне, которые невозможно оценить рационально. Бывает же. Например, птичка в окно влетела, вестник смерти. Ну, это так. Да сколько раз так было? Ни с того ни с сего бьется птичка в окно. И приходит известие, близкий человек умер. Ну, мы можем это как-то объяснить? Рационально. Или вот закон парного случая. Поступает тяжело больной человек какой-то, да, с редкой болезнью. Вот в течение суток, на вторые сутки поступит с такой же болезнью. Редкой. Вот закон парного случая, это мы знаем. Да? А вот поговорка «беда не приходит в одиночку», да? Или «пришла беда, творяй ворота». У архаичного человека обонятельный мозг с его химической памятью и связями с долговременной памятью от Миндалина вносит огромный вклад в стратегию выживания. Это то, о чем говорил Юнг. Вот я в начале лекции говорила, да? Что связь с инстинктами. Вот Наталья Владимировна рассказывала, когда она преподавала ноосферное образование, якуты очень быстро восприняли это все. Потому что им очень было важно, началась как раз эпоха настоящего самоопределения, и оказалось, что нужно идти в ногу со всеми, и в то же время вернуться к своим верованиям. Религия шаманизм, потом там вот это Алонха, вот их культ вот этот, ну, в Казахстане это Манас, а там Алонха. Вот. И вот ноосферное образование, вот, они увидели большой потенциал сразу, и у них профессор одна математики, доктор наук, якутка, вот, она положила на алгоритм ноосферного образования, она положила на верования якутские, на традиции, на все это. То есть вот получился очень интересный такой учебник, и там деятельность Натальи Владимировны в Якутии очень высоко была оценена, даже вот президентом. Обонятельный мозг играет огромную роль в реализации инстинкта самосохранения. Да? Запах учуяли, сразу программа, надо что-то делать. Почему нам должен быть интересен архаичный человек? Потому что с ним связано энергетическое обеспечение человека, целостное восприятие и целостное мышление. Вот он-то мыслит целостно в нас. Вот когда 90-е годы пошли, я не знаю, что в России тут началось, но в Казахстане у нас просто пошло безумие. Ну, с точки зрения цивилизованного человека. Кто-то пошел в какие-то секты. То есть, ну, беззащитные. Рацио потерпела крах. Все. Вот. Кто-то пошел обливаться там с этой Сарой Алпысовной. В этой горной воде там они обливались, там что-то, они эту детку изучали, все это.
Вот, а кто-то занялся психологией. Потому что, да. Хотя я, в общем-то, не переживала. Я в МВД работала, и там эти приходили мои КПСТшники. Вот, Наталья Александровна, ну как, вот вы не страдаете, я 29 лет там отработала, одна семья. Вы вот не страдаете, вот КПСС пропала, вот все. Я говорю, я же не была в вашей КПСС, говорю. Я вот только вас лечу теперь, и все. Это же у вас пострадали идеалы, а у меня, говорю, ничего не пострадало. Ну, конечно, надо было как-то их поддержать. То есть люди потеряли, рацио потерпела поражение, да? Архаика поднялась, мистика поднялась. Кто куда чего ринулся, да? Искать чего-то. Кто-то в религию потерялись, да. Надо было где-то опору какую-то найти, да. Самое веселое, это когда преподаватели, которые преподавали научный атеизм, потом начали преподавать историю религии. Я вам больше скажу. Мы ехали по делам в Питер, и моя пациентка говорит, а что вы зря так поедете? Я вам дам адресочек, вы там костюмы возьмите китайские, там продадите, вы дорогу. Был такой у меня период жизни. И вот мы, значит, с нашей хирургиней набрали этих костюмов, все, и приезжаем туда по этому адресу, и думаете, куда? Это высшая партийная школа в Питере, которая в одночасье стала институтом менеджмента, а этот КПСТшник у нас принял эти костюмы и поехал с ними на север продавать. Вот вся цена, так сказать, этой идеологии была. Вот мы уже с вами знаем, анализ формирования функциональной системы головного мозга цивилизованного человека выявил, что в условиях левополушарного традиционного преподавания формируется двухкомпонентная функциональная система головного мозга. Социальный аспект личности и биологический. Социальная детерминанта и биологическая. Так вот, в биологическом аспекте и содержится функциональная система архаичный человек. По закону иерархии систем социальный аспект доминирует над биологическим, а человек социальный над архаичным. Мы его под контролем держим. Хочется размазать по стенке и влепить как следует, да? Или еще сказать что-нибудь. Но медиабазальная кора, запрет, мы переводим в социально приемлемую форму. Я не согласен с вами, Ваше Величество, да? Не всегда так получается, конечно. Социальный человек цивилизованный, выражает эмоции социально приемлемым способом, адаптирован в социуме, умеет дипломатично пользоваться речью. Выработаны гуманистические идеалы, есть желание им следовать. Ну, не всегда получается. Не всегда, спуститесь в метро. Да. Но это философия. Это все философия. А для каждого отдельного человека подавление архаичного человека в глубине разума приводит к болезням, неврозам, эмоциональному напряжению, хронической усталости, вегетативной дистонии, повышению уровня тревожности до развития панических атак. Я в Казахстане столько не видела больных паническими атаками, потому что у нас более такое правополушарное восприятие мира, язычество у нас там есть. И я ездила по казахским местам силы, и я чувствовала их поддержку, потому что наша семья там 100 лет прожила, и я присоединена, понимаете? А здесь я приехала, на приеме, через одного молодые люди с паническими атаками. То есть это правое полушарие совсем отключено, энергии нет. Я им объясняю, мы тратим энергию в этом трехмерном мире, а мы должны ее пополнять за счет правого полушария, а оно отключено. Архаика вся отключена. Конечно, я этого не говорю на приеме. А что вы говорите? Таблетки пить. Да. Протоколы, да? Да, и появляется внутренняя дисгармония и дисгармония с природой. И активизируются патологические комплексы. Потому что если, когда у нас кора головного мозга работает, мы комплексы можем подавить, то когда эго расстроено и кора головного мозга в смятении, комплексы начинают набирать энергию. Мы рассмотрели подробно внутреннего врага, патологическую доминанту Ухтомского и ее роль в возникновении психосоматических заболеваний. Это у нас целая лекция была. Чтобы восстановить здоровье, избавиться от противоречия между социальными и биологическими аспектами личности, восстановить целостное восприятие и мышление, теперь у нас есть психотерапевтическая методика «Целостное мышление», которую разработала профессор Маслова на основе холодинамики Вернона Вульфа. В уникальной биоадекватной методике преподавания, созданной Масловой, используется и функция обоняния в процессе обучения. Использование ароматов помогает в восстановлении связей между двумя аспектами личности в разуме человека. Мы говорим не о духах и дезодорантах. Важны природные ароматы. Мы с вами говорили, что активизирует, что обонятельный центр
участвуют в активации восходящей активирующей системы, отвечающей за бодрствование и активное внимание. Чем лучше человек справляется с поступающей информацией и решает проблемы, тем меньше он болеет. Ароматы проявляют свои свойства и посредством волнового резонанса. Вот бывает так, ты с кем-то пообщался, и тебе плохо. Бывает, что мы тогда думаем? О, Колдовство. да, С глаз. плохой человек, да, энергетический вампир. Вот для меня понятие энергетический вампир вообще не наполнено никаким смыслом, если знать о волновом резонансе. То есть, если у тебя вот этот доминантный очаг, который вот нарисовала я тут, помните? Если этот доминантный очаг у нас очень мощный, а электроны, частицы и волна, то есть доминантный очаг на клетках головного мозга это белки памяти, и парализованные, переполненные нервные клетки, переполненные информацией, а в разуме это образ ситуации. Это волновая структура, электроны, частицы и волна одновременно. Волновая структура, она несет материю, энергию, информацию. То есть доминантный очаг, он представлен каким-то образом, так? А он имеет длину волны. И если у нас доминантный очаг очень наполненный, а мы вступаем в контакт с человеком с похожей ситуацией, с похожей длиной волны, но менее наполненным, то мы на свою энергоинформационную грязь слизываем энергоинформационную грязь этого человека. И этот человек, вампир, который совсем ни в чем не виноват, ему стало легче от общения с нами. Так, в чем? А мы стали ассенизатором Вселенной, пылесос. Да? То есть я это прожила на своей шкуре, но как врач я понимала, что окружающие люди ни при чем. Но когда я побывала в Дубае, мне очень хотелось надеть на себя вот эту накидку, и думаю, вот эту прорезь я бы еще черные очки надела, чтобы на меня никто не смотрел. Потому что посмотрят, у меня вот сюда удар физический, и через 2 часа я никакая. То есть я настолько была больна, понимаете? То есть не выдержал уже ничего. Я ничего не выдерживала. То есть я вот, если работать 6 лет без отпуска и на 2,75, извините, то никакой энергоблок, я тогда об этом понятия не имела, никакой энергоблок этого не выдержит. Вот. И только когда я стала поправляться, когда у меня восстановилась вот это мои границы восстановились, я перестала так реагировать. И сейчас как врач я работаю совершенно в другой вибрационной системе, так сказать, да, то есть я поделилась с пациентом, да, посочувствовала, поделилась, но тут же, да, и тут же у меня тут же восстановилось и все, потому что когда ты находишься в высоких вибрациях, это целая лекция, знаете, вот по психосоматике, когда я объясняла, откуда мы берем энергию, когда совсем устаем. Так понятно, да? Откуда берется волновой аспект? На семинаре по мандале мы посмотрели, как связаны эмоции и цвет. Цвет это тоже же длина волны. Также резонирует с эмоциями и ароматы. Мы живем в мире вибраций. Разум человека, его долговременная память наполнена мыслеформами, мыслеобразами. Патологические комплексы тоже волновые структуры в разуме. А в ядре комплекса эмоция. А каждая эмоция обладает длиной волны, а у аромата тоже длина волны. Тут главное правильно выбрать волновой резонанс, да? Все есть волна. Все есть волна. А этот аромат, выбор его, он должен нравиться или наоборот? Вот как вот этот резонанс, как он ощущается? Вот если он не нравится, скорее всего, он в структуре комплекса. А если нравится, то это ведет к гармонии. Я права, Лариса Ивановна? А если много ароматов не нравится? А есть люди, которым много ароматов нравится? А вот есть люди, которые говорят, весь мир ужасен, и все ко мне плохо относятся, а вот я такая хорошая, а меня никто не любит. Нет, ну подождите, тогда Да, получается, и тогда что мне плохо становится от того, что она такая хорошая. Получается, что ни один из этих ароматов не поможет, надо искать тот первый, который понравится, или надо Это все дружиться. к специалисту. Да. Да. Тут Это вопрос нелинейная специалисту. закономерность. Нелинейный. Да. Нелинейная.
Значит, ароматы способны на волновом резонансе разряжать патологические комплексы, доминантные очаги в разуме. Значит, ароматы могут способствовать восстановлению внутренней гармонии, ассимиляции архаичного человека в современную жизнь, то есть как шаг к целостности. Вот знаете, в разуме, вот в работе с разумом по методике целостного мышления, когда через какое-то время вдруг появляется у тебя в бессознательном архаичный человек. Вот я переживала это. Это новый этап уже в работе со своим внутренним миром. Это уже какая-то победа. Вот когда появляется там индеец, африканец, папуас, там, или даже если тебя едят там, все равно. Там все можно. Все можно пережить. Вот так я увидела воздействие ароматов и способность ароматов помочь, в общем-то, в выздоровлении. То есть, если эти ароматы влияют на какие-то эмоции, получается, что если не нравится какая-то эмоция заблокирована. Понятно. Это отдельно. Там конгломерат может быть какой-то. Ага. Тут надо специалиста. Вот бывает же человек, просто совсем не выносит, допустим, чего-то. Вот знаете, я где-то прочитала, где-то, то ли в Шотландии, то ли где-то, мужа и жену выбирали по запаху. Дезодорантов же не было. Значит, на танцах парень себе брал чистый платок и вкладывал под мышку. А потом махал перед носом девушки. Мило. Я читала это. Да. И если девушка откликалась, ей нравился этот аромат, можно с ней, так сказать, ее закадрить. То есть есть смысл. Есть шанс. Да, есть шанс, да. Наполеон писал Жозефине: Да, через 3 дня приеду, не вздумай мыться. не вздумай мыться, Да. да. То есть вот значение запахов в нашей, так сказать, жизни, да. Ну вот так вот. Я все выложила. Благодарю за внимание. Вопросы есть? Да, как выбирать этот запах? Да. Какой? Вот любой. Чтобы, допустим, повлиять либо на доминанту, либо наоборот. А как бы что себя ты быстро там- ощущаешь, что ты чувствуешь, когда этот запах? И от этого работать. Прислушаться Я к ходила- своим эмоциям. Да, и выходить на мыслеобраз, и трансформировать мыслеобраз, и пропадает. Отслеживание. Вот пропала же у меня аллергия на пот. Ну, представляете, если мы на мандатной комиссии посмотрели 860 ребят, молодых, здоровых, чистеньких, которых прогнали 3 километра по жаре, август месяц, в Алмате, жарища, и на комиссию, какие бы они ни были чистые, понимаете? На второй день я уже дышать даже не могла. И вот такое лицо, все. Аллергия. То есть вот представляете, если цепь, да, в носу у нас воспринимающие клетки, да, запах. Дальше идут проводящие пути, естественно, под корку, да, и туда еще дальше, в кору головного мозга. То есть целая система электрическая. И она наполняется электричеством, напряжение растет. Это же не эфемерное напряжение, это электрическое напряжение. И вот оно начинает через аллергию разряжаться. Или зацепляется на какой-то запах. Это самое меньшее, еще не аллергия, а только повышенная чувствительность, да, к этому запаху. Это уже указывает на какую-то проблему. Ну, то есть так можно тестировать и понимать, что у тебя проблема. Так, Да. в принципе, и выстраиваются эти игротерапии, когда там выбираешь в итоге себе запах, составляешь, да, если по цели какие-то свои запросы. Ароматерапия, арома-игры. Ну, это вот к Ларисе говорилось, Ивановне да. все, да. У нас специалист. А скажите, Аромат. пожалуйста, аллергия же бывает разная. У кого-то пищевая, у кого-то там на собак, на кошек. Это не имеет значения? Не имеет. Смысл Механизм возникновения один и тот же. Просто на что он среагирует? Это уже Да. на пот или там, да, на чужую Да, шерсть, на что, там, так сказать, да. черепашку. Да. Ага. У каждого своя долговременная память, наполненная там какими-то образами, какое-то Потому что что-то. вот я слышала что, мнение, что аллергия это все паразиты, это загрязненный организм. Наверное, он и раньше был загрязненный. Но мы же открытая система. Я не могу это отрицать. Там у нас и микробов 7 килограммов. И не все из них там дружественные. 7 килограммов у нас микробов. Давайте бороться с микробами. Доборолись уже. Вирусы голову подняли.
То есть бактерии мы победили пенициллином, там вот этим вот всем. И вот на бактерии подействовали, это связующее звено, да? Теперь ожили вирусы. То есть нарушилось какое-то равновесие. Работает одна и та же схема, работает, я поняла. Это работает при любой патологии. Потому что у нас вот этот энергоблок, вот этот, наши высшие вегетативные центры. То есть это наше обеспечение. Если здесь доминантный очаг поселился, вот здесь, то уже нарушается и гормональное обеспечение, сбивается центр дыхательный, дыхание сбивается. Если сбивается дыхание, включается программа удушения, это смерть. Сразу начинается сердцебиение и сразу паническая атака, потому что подключается миндалина. И тогда говорят человеку: дыши глубже, дыши глубже. А если дышать глубже, включается кора головного мозга, вот эти центры тут есть, высшие вегетативные центры в лобных долях. Вот. Кора головного мозга включается, по закону иерархии подавляет подкорку, и приступ панической атаки уходит. А заикание также? Заикание – это одна из высших психических функций. В основе речи лежит функциональная система. Для развития этой функциональной системы в процессе становления ребенка, да, вот есть определенный период. Почему мы стараемся к 3 годам нет речи нормальной, значит, надо уже какие-то меры принимать. Потому что для развития каждой высшей психической функции есть благоприятный период в развитии. Ну вот я считаю, что работает именно системный закон, и сейчас вот эти связи нарушаются. Левое полушарие отстает в развитии, потому что правое его глушит. То есть оно уже, левополушарное образование, исчерпало свой положительный потенциал. Потому что правое выползает на первый план первое, второе страдают. К рождению ребенка не сформируются связи между правым и левым полушарием, и страдают функции левого полушария, вот у детей. Несовершенство системы, вот возникает и заикание, возникает, и вот эта речь взахлеб бывает. И... Правильно я понимаю, что учиться много вредно, особенно в детстве? Правильно понимаете. Совершенно точно. Правильно. Ничего хорошего из Да. этого не выходит. Ребенок должен играть, и вот этот весь мир, чувственный весь мир пополнять. До 7 лет. Да, Ну да, Да. и их в школу и вот так, 6 лет, да? да. С 5, да. Ну, мне позвонили родственники, Егор начал истерить, 5,5 лет, начал истерить ни с того ни с сего. Но у меня есть сведения, что он очень любит с дедушкой заниматься домашним хозяйством. Там ухаживать за этими, у них птица там и все это. Вот. Я говорю, озвучьте нагрузку. Повели в развивающий класс, отстаньте от ребенка. Рано ему еще туда, 5,5 лет, буквы учить. У него нет еще здесь основы. У меня ребенок, я ж была такая мамаша ненормальная. Я отдала ребенка в такую группу. Он устроил там мордобой. То есть он так протестовал, он устроил мордобой. А там было нельзя игрушками меняться, там как-то вот. Он устроил дебош, и я его забрала. То есть он сам себя забрал оттуда. Архаичный человек. Да. Он включил. Вот Да, американцы преподают, знаете, так, они весело расскажут, потом это все, потом они попрыгают, потом они это, и они все показали, и все. В общем, если бы это просто пустили так на самотек, вот кто у него учился, это было, в общем-то, бред. Вот у них это было бред. Вот, а он жил у Натальи Владимировны. Она ему сказала, она спросила его, хочешь, давай подложим науку под твою вот это. Он сказал, мне это не надо, я и так деньги зарабатываю. Тогда у Натальи Владимировны руки были развязаны. Знаете, когда человек ищет, Вселенная обычно посылает. У Натальи Владимировны было все сделано по ноосферному образованию, не было только методики для учителей. Потому что, чтобы работать по этой методике, нужны с целостным мышлением преподаватели. А они все у нас левополушарные. И она вот эту недостающую часть увидела вот в этой вот методике Вульфа. Но она ее разработала, она сделала ступени, технику безопасности. То есть нас не 3 дня обучали в Алмате, а обучали 10 дней по 4 часа. И вот она сейчас ведет семинары по 7 дней с проживанием и питанием.
То есть она это все приспособила на нашу ментальность. Вот. И когда окунулась туда в подсознание, то мне не надо рассказывать, где Голливуд берет вот эти все всех ужастиков. Это наше подсознание. Говорят же, ящик Пандоры открой, да? У нас же заглушка. Вот. А эта методика, она позволяет приоткрыть, отработать, приоткрыть, отработать. У них в системе наук на первом месте поведенческие науки, бихевиористские как раз. У нас там естественные науки в Академии наук, да, физика, химия, а у них поведенческие. Вот они на весь мир и распространили свое влияние, влияние везде, во всем. Терапия использует не всегда психологический аспект, да, и поэтому используется только химический состав, допустим, эфирного масла, он многообразен. А вот аромафитопсихология – это новое научное направление, которое уже использует целостность психики, да, основываясь на целостном мышлении. То есть это более эмерджентное направление, чем ароматерапия. Самое главное, чтобы хорошо работал энергоблок, потому что это наш биологический компьютер. Тогда он сам выберет какие-то продукты, и будут кетоновые тела, и будут дофамин, и серотонин, и все что угодно. А когда он хорошо работает, энергоблок? А чтобы восстановить целостность мышления и работать над комплексами, чтобы отобрать эту энергию у комплекса и вернуть себе. Можно говорить о том, что это работа на обоих полушариях, да? Конечно, На да. двух полушариях. Конечно, да. А кризис детский, вот возрастные вот эти кризисы, ну не только детские, но детские это зрение мозга, это получается, это Пубертат? правое или левое? Потому что они там 3, сколько, 5, 7 лет. Вот если человек воспитывается в ноосферном образовании, да, во-первых, у него кайф от того, что он хорошо воспринимает все, это, знаете, целая лекция. То есть у него дофамины, серотонины, доказано совершенно физиологическими исследованиями, что после урока этот ребенок еще лучше себя чувствует и внимание еще лучше, чем у него до урока. То есть он не устает, он получает удовольствие от восприятия информации, у него формируется функциональная система, у них даже сексуально вот сейчас дети как озабочены, да? А потому что у них заблокировано все вот это в биологическом аспекте все. Там накоплено столько энергии, а еще отовсюду несется информационная, да, атака идет. Хорошо, а взрослому человеку как привести в порядок этот важное дело? Работа с комплексами. Но это же надо тоже уметь. А как же, конечно, надо уметь. Надо учиться. Вот у нас недавно был семинар по обиде. Юрия Михайловича Орлова, да. Очень хорошая, доступная методика в группе. Вот у меня продюсер Владимир Викторович, да, занимается этим делом. Сразу так отслеживаешь и все, и я уже вечером просто даже ничего на себя не берешь. Настолько четко учим, понимаешь? Настолько вот язык прям еще подключаешь.